Ее грандиозное поражение. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, что я могу вам сказать? Кто-то из вас сейчас, возможно, находится не в самом лучшем своем настроении, не в самом лучшем, может быть, даже положении и не самое ресурсное состояние. С чем это может быть связано? Смотрите, на самом деле вы довольно сильный мужчина, поскольку вы выпали уже не в первый раз сигнификации императора. Но у этого императора сейчас, возможно, какие-то рабочие проблемы, у кого-то проблемы с финансами. Здесь могут быть и переживания из-за женщины, здесь и тоска за прежней жизнью, которая когда-то была. Достаток, веселье, счастье, семья. А сейчас, может быть, даже в каком-то смысле это как будто вот ваша жизнь остановилась, застопорилась, нет сил двигаться дальше, нет мотивации двигаться дальше. Кто-то сейчас, возможно, реально даже приболел. И при том, при всем, что кажется, что уже все, силы как бы иссякают, да, ресурсов нет. Но, тем не менее, вы человек, который долго не будет пребывать в таком состоянии. Возможно, вы недавно вот были в таком состоянии, да, поскольку общий расклад. Вы его прошли, те, кто сейчас находится в таких энергиях. Я думаю, совсем скоро вы поправитесь. Даже те, кто заболели, у кого проблемы, неважно, по финансам, там еще какие-то, вы решите эти проблемы, потому что это не про вас. Долго бродить по болоту, скажем так, да, долго сидеть в таком, в унынии, что ли, в таком вот нересурсном состоянии. Просто вот может быть даже у кого-то нервный перегруз, когда уже эмоциональное выгорание, когда нервы не выдерживают тянуть, да. У кого-то сейчас может проиграться даже проблема вот с какими-то, может быть, даже коммуникациями, да, когда дома либо же отключен свет, тепло, там, я не знаю, вода, газ и так далее. То есть вы можете даже из-за этого еще грустить, тосковать, потому что, ну, как бы на это вы не влияете, да, поскольку в связи с тем, что происходит сейчас в некоторых странах, да, вы знаете, что и отключения и так далее. Поэтому тоже может проиграться, что вот темнота, холод, неопределенность в жизни. Поэтому и такие энергии. Хотя на самом деле, как я уже говорила, да, вы сильный человек, но сильный человек тоже не всегда может влиять на какие-то моменты жизни. Вы человек, который, в общем-то, я сейчас просто описываю, в общем, какой вы, да, вы любите веселье, вы любите какие-то дружеские посиделки, и, в общем-то, вы довольно гостеприимный человек. Вы всегда по жизни вот находили повод радоваться. Вы человек, с которым всегда интересно, весело, легко и задорно. Но на самом деле вы не такой простой, какой можете казаться. Вы человек, который очень тонко подходит ко всем моментам в жизни. Вы очень такой логичный человек, продуманный, не совершаете необдуманных поступков. Ну, может быть, по молодости кто-то делал, но я беру вот более осознанную жизнь уже, когда вы стали взрослым. Вы всегда продумаете. Вы всегда будете, может быть, взвешивать все за и против, какая ситуация будет, как она может измениться, чем это чревато, да, вот какие последствия. Ну, то есть вы очень такой логичный. У кого-то может проиграться, что вы еще воздушного знака зодиака. То есть вы еще легкий на подъем, такой активный, да, но в то же время очень осторожный и очень продуманный. Опять-таки мне показано, что на ком-то из вас есть магическое воздействие. Из-за этого у вас могут застопориться ваши и жизненные энергии, ваши ресурсы, ваша удача. И неважно в какой сфере. У кого-то это проиграется по здоровью проблемы, у кого-то финансы, у кого-то личная жизнь, а у кого-то это может быть такой двойной, либо же тройной тандем. Поэтому обратите внимание уже не единожды
выпадает сигнификация, магическое воздействие. Поэтому лучше сделать как бы чистку, да, поставить защиту, и будет вам счастье. Потому что те, на ком вот есть негатив, он же сам по себе никуда не денется, ребят. Поэтому у кого есть желание, добро пожаловать на диагностику, да, мы посмотрим, что, как, да к чему. И если нужно будет, конечно же, избавимся от этого. Далее, вы человек, который, в общем-то, знаете как, вот пытаюсь подобрать правильные слова, который, когда влюбляется, не стесняется, наверное, вот так будет правильно, не стесняется наступать где-то на свою гордость, где-то прогнуться, где-то даже были у вас моменты, вы когда-то, может быть, у кого-то это было и не так давно, вы и бегали за женщиной, которая действительно вам понравилась. Либо же, когда вы были в браке, когда вы жили вместе, вы могли прогнуться, вы могли наступить на свое «я», на свое эго ради любви, ради женщины. Плюс мне еще показано, что кто-то из вас, возможно, даже вы возвращали, либо пытались возвращать женщину, либо хотите сейчас вернуть женщину, несмотря ни на что, что между вами произошло. Поэтому, ребят, знаете, вот почему-то у меня идет такое ощущение, что вот вы выгорели на сегодняшний момент, вот какой-то, либо это период застоя, период эмоционального выгорания, период безресурсности, когда ничего не хочется. Давайте сделаем как раз маленький опрос. Напишите, пожалуйста, у кого есть сейчас вот такое состояние апатичное, может быть депрессивное, период застоя, с чем это связано, да, вот с какой сферой жизни связан, может быть, ваш застой, ваша апатия. Напишите, всегда очень интересно читать ваши комментарии. Ну и давайте-ка посмотрим, что же за грандиозное поражение и чье это поражение, да? Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам сегодня на расклад. Женщина-манипуляторша, женщина, за которой вы, возможно, когда-то либо бегали, либо пытались как-то вот прогнуться. Женщина холодная, женщина, может быть, такая, знаете, очень расчетливая, она уверенная в себе. Она людьми манипулирует, ну просто, я не знаю, это, наверное, профессионал уже в этом деле. Причем здесь манипуляции могут быть очень такие тонкие, что вы даже не подумаете, что это манипуляция. Женщина точно так, как и вы, в принципе, она очень логичная, продуманная, но только она продумывает, какую выгоду от кого ей можно иметь. Женщина, которая любит, когда ей все подчиняются, когда она главная, когда она руководит. Она может быть конфликтная, она такая скандальная по поводу и без повода. Почему-то ее могут даже побаиваться окружающие. Возможно, это даже ее такая властная, вот самоуверенная внешность. Окружающие могут реально ее побаиваться. И на работе, там другие, может быть, там даже друзья-приятели порой бывает, но боятся ей слово какое-то против сказать, потому что знают ее характер. Она может быть вспыльчивая, она может быть часто раздражающаяся. Может также проиграться воздушный знак зодиака. Ну, то есть дама, с которой тяжело, дама, с которой непросто во всех отношениях. От нее может исходить тяжелая энергетика, потому что такие люди, они, как правило, имеют тяжелую энергетику, и ну, с ней тяжело общаться. Вот тяжело. Обычно с такими людьми, когда общаешься, тебе хочется вот очиститься, отмыться, тебе хочется поскорей уйти, да, вот от этого человека, отдалиться как-то, только чтобы не общаться. Ну, поскольку у вас были отношения, потому они у вас и были тоже в какой-то степени тяжелые, еще морально тяжелые из-за ее характера. Потому что и вас она и подавляла, вас она, возможно, кого-то унижала, оскорбляла, да, не хочу об этом говорить сейчас, вы сами прекрасно все знаете. Поэтому вам было даже вот в моральном плане очень тяжело с ней. Я не говорю, что она такая прям, конечно, сплошной негатив, но когда-то она была немножко другой. Когда вы с ней познакомились, возможно, она была, может быть, даже кардинально другой.
Опять же, у кого больше, у кого меньше. Трансформация произошла вот именно в процессе вашего совместного там, проживания, пребывания вместе. Ну, то, что она манипулятор, супер манипулятор, это 100%. При всем, при том, что она является вот такой вашим, нашим и манипуляторша, она пытается все как-то вот по жизни преподнести, что вот она вся такая справедливая, она только за честность, за порядочность, за верность. Вот такие могут быть еще речи от нее исходили. Но на самом деле, ну, врет как дышит. Она совершенно другой человек, который не имеет ничего ценного, любит исключительно себя. Я вообще не вижу, чтобы она кого-то любила по жизни. Итак, что же за грандиозное поражение? Она сейчас пребывает не в самом своем таком хорошем состоянии, назовем это так. У кого-то может проиграться, что она реально впала то ли в депрессию, в какое-то уныние, да, это очень схоже с состоянием, которое я описывала, вот сигнификацию. Где-то всплыло ее очередное вранье. Это были отношения, это были любовные отношения, да, на которые она рассчитывала. Она, возможно, даже ставила ставки, что она выйдет замуж за этого человека, родит ребенка. Возможно, даже у кого-то проиграется, что она была уже беременна от этого человечка. Но поскольку она манипулятор и врет, как дышит, а ее вранье открылось, ну, здесь, конечно же, я думаю, мало не покажется то, что она получила. Она осталась одна, она осталась без мужчины. Причем без мужчины, на которого она очень большие ставки делала. Возможно, даже еще у кого-то проиграется, что она соврала мужчине, что она беременна, просто чтобы его женить на себе ради денег, ради какой-то выгоды. Но из-за своего вранья она поплатилась. Теперь ей плохо, теперь ей хреновенько, и теперь она не знает, как она будет жить дальше, потому что может проиграться у кого-то из вот ваших бывших, либо же урезание зарплаты, либо же там идет какое-то сокращение, увольнение, задержка финансов, может быть, по работе. Поэтому у нее сейчас туго и по деньгам, туго по мужчинам, то есть нет очереди из мужчин, о которой она, возможно, думала. Все больше она стала нервной, все больше дергана из-за тех проблем, которые возникают у нее в жизни. От нее отворачиваются люди, от нее отворачиваются даже те, которые когда-то были с ней, возможно, там друзья, приятели, близкие. Она, вот ощущение, что она ссорится, наверное, со всеми подряд. Именно на нервяке таком, в связи с этим вот своим таким несчастным, бедным несчастным состоянием, а всего лишь она бумеранг получила от жизни. И это только, я думаю, только начало. Поэтому она отрывается на всех. Она отрывается на людях, которые вообще не причастны к ее никаким проблемам. То есть ну, близкое окружение. Да? Она может отрываться на работе, на коллегах. Она может отрываться на детях, там, на родственниках, на друзьях. Поэтому как-то вот у нее и друзья будут очень быстро отпадать. Я считаю, это ее грандиозное поражение, потому что она за что боролась, на то и напоролась. Как она относится к людям, точно так люди теперь будут относиться к ней, и это только начало. То, что ее вранье начинает выкрываться, проявляться как-то, вот люди тоже будут чувствовать ее лицемерие, будут чувствовать и уже чувствуют ее фальшь. У нее пойдут проблемы по здоровью, там будут проблемы и по гинекологии. Я не исключаю даже какие-то ну, венерические, может быть, заболевания, да, которые вскроются, которые уже, может быть, начали ее беспокоить. Либо же, ну вот чуть попозже, да, какие-то симптомы появятся, поскольку есть скрытые инфекции, да, вы все знаете, все взрослые, есть торч-инфекции, которые могут быть очень долгий период, даже бессимптомно. Поэтому я бы вот вам не советовала ни под каким предлогом, если вот ваша бывшая попытается либо возвращать вас, либо как-то пытаться, ну хотя бы любовниками с вами остаться,
Ну, просто вот берегите своего любимого Бобика, дружочка своего, меньшего брата, как угодно его называйте. Но чтобы только он не начал из-за нее чихать и кашлять. Потому что дама, которая, еще раз повторюсь, ну, большие шансы, что она уже где-то что-то подцепила. Далее, знаете, вот у нее как-то жизнь пойдет вообще вся наперекосяк. Она в дальнейшем будет враждовать даже с ребенком, либо с детьми, да, если у нее есть. Она будет отрываться, либо уже отрывается на детях, поэтому у кого сейчас есть, ну, более-менее уже такие взрослые, осознанные дети, да, сознательные, вернее, которые понимают, что происходит, и с которыми вы общаетесь, вы можете с ними поговорить, хоть и так где-то шепотом на ушко втихаря, чтобы мама не знала, как она к ним относится, к вашим детям, как она себя ведет порой. Я думаю, вы узнаете много интересного, но то, что вас огорчит. Поэтому у кого из вас, ребят, срезонирует, у кого проиграется вот то, что она на детях отрывается, но здесь приложите всю свою такую, я не знаю, серьезность, влиятельность, все что угодно. У каждого свои методы, но защитите своих детей. Потому что ребенок ни в чем не виноват, что мама пошла не той дорожкой, мама начала расплачиваться в своей жизни, и мама и дальше будет расплачиваться, но дети от этого не должны страдать. Поэтому вот просто маленький совет, попытайтесь защитить своих детей. Ну, что я скажу напоследок? Эту женщину можно пожалеть. Эту женщину просто чисто по-человечески я говорю, хотя вот такие люди, они, в общем-то, недостойны жалости, но поскольку мы должны оставаться людьми, все-таки вот какая-то грусть есть, да, во всем этом, потому что когда-то ведь вы любили эту женщину, возможно, кто-то сейчас не может забыть, но она настолько такой человек, который никого и ничего не любит, настолько человек, который пройдет по головам, если это будет нужно, ради своей какой-то выгоды. Человек, который не будет стоять ни перед чем. Она может быть хорошей актрисой, она может играть в любовь, она может ради выгоды притворяться. Но знаете, почему-то у меня ощущение такое идет. Может быть, я не права, поправьте меня. Ну, то, что я вижу от расклада. Человек, который вместо сердца, наверное, имеет кусочек льда. Слишком уж она какая-то продуманная, слишком она холодная, слишком черствая. Если вы со мной не согласны по поводу своей женщины, вы можете написать, я с удовольствием почитаю все ваши мнения, все ваши комментарии. Поэтому вот такие дела, как-то грустно немножко, да, напишите о своих ощущениях, что вы чувствуете после всего услышанного сегодня на раскладе. Ну и, конечно, кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!